Познаем Китай об экономике, бизнесе и не только. А здесь мы обсуждаем самую новейшую информацию о бизнесе в Поднебесной. Ведь здесь самая громадная конкуренция по миру, более 1 миллиарда человек. Здесь возникает множество интересных бизнес-идей, которые мы можем перенимать у успешных китайских предпринимателей и внедрять на собственном рынке, став тем самым первым на своем рынке, снимая сливки. Рассматриваем самые последние экономические показатели, чтобы вы могли анализировать и в итоге зарабатывать денежку. Рассматриваем экономику Китая и макроэкономическую ситуацию в мире в целом. Поэтому, чтобы не упустить информацию, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. Если же вы хотите больше информации о Китае, найти единомышленников, кто так же думает, как и вы, открытые вебинары множество, вступайте в наш закрытый бизнес-клуб, ссылка под этим видео. Сегодня мы с вами рассмотрим одну очень небольшую, но удивительную область, которая возникла в Китае относительно недавно, но показывает очень стабильные, хорошие цифры, показатели прибыльности. У меня есть любимый фильм «Форест Гамп». В конце фильма есть такой сюжет. Форест Гамп, сидя на скамейке в парке, говорит, что жизнь похожа на коробку конфет с шоколадом. Вы всегда не знаете, какой вкус будет у следующей шоколадки. Действительно, из плотских чувств самая захватывающая часть нашей жизни – это неопределенность. Завтра утром солнце встанет с востока, как обычно, но вы не знаете, с кем вы будете наблюдать этот восход. Это любопытство по поводу неопределенности пронизывает всю нашу жизнь. С младенчества до старческого возраста. Сегодня, когда вы попадаете в китайский универмаг, торговый центр Китая, вы обычно увидите множество устройств с пластиковыми шариками. Дети стоят около него и меняют юань на монеты автомата, ждут, когда шарик выходит, открывают его, а в нем много героев мультфильмов. Это может быть поросенок Пейдж, или может быть Ультрамен, или принцесса Эльза. Дети будут кричать от удивления «Вау!», когда они откроют шарик. В такой сцене не думайте, что только дети испытывают восторг. Сегодня очень интересная индустрия, основанная на мире взрослых, называется сюрприз-боксом. Так называемый сюрприз-бокс, как следует из названия, заключается в том, что вы покупаете коробку или бокс. Вы не знаете, что находится внутри. Она содержит некоторые товары, к примеру, куклы, мягкие игрушки, может быть, телефон и так далее. Когда вы покупаете, вы знаете только, какую серию вы купили. Но что конкретно окажется внутри, вы узнаете только, когда распакуете коробку. В большом сюрприз-боксе есть 144 маленьких сюрприз-бокса, большинство из которых являются базовыми моделями товара. Внутри есть только несколько редких моделей, за которые вы можете получить в десятки раз больше денег, продавая их на рынке, потратив всего, к примеру, 30-50 юаней. Столько стоит один бокс. Согласно данным, опубликованным Али, на Тимун есть 200 тысяч потребителей, которые ежегодно тратят более 20 тысяч юаней на сюрприз-боксы. На Синью в 2019 году было зарегистрировано 420 тысяч торговцев сюрприз-боксами, и максимальный выигрыш мог достигать 39 раз. Экономика сюрприз-бокса действительно не особенно большая отрасль. Она просто удовлетворяет интерес некоторых людей к неопределенности в определенный момент. В конце концов, она представлена как определенный тип товара, который вам нравится. По сравнению с покупкой лотерейного билета, в ней есть веселье. На китайском рынке не смотрите на, казалось бы, маленькую отрасль. Это нравится сотни тысяч или миллионам людей. Это может превратиться в небольшой промышленный модуль. В последнее время существует компания, специализирующаяся на индустрии сюрприз-боксов. Та решила стать публичной. Название этой компании Bubble Mart. Я посмотрел их финансовые отчеты, был весьма поражен цифрами. Вдумайтесь, за последние 3 года чистая прибыль этой компании составила 1,59 миллионов, 99,52 миллиона и 451 миллион юаней соответственно. Его валовая прибыль превышает 50%. В нынешней бизнес-среде это уже очень прибыльная бизнес-модель.
Что еще интереснее, согласно данным, опубликованным BubbleMart, 50% потребителей, которые покупают свои сюрприз-боксы, находятся в возрасте от 18 до 34 лет, 28% от 35 до 49 лет и 6% людей, которые купили сюрприз-боксы, были люди среднего или пожилого возраста старше 50 лет. Я думаю, может быть, наш взрослый мир слишком монотонный, слишком беспокойный или слишком неинтересный? Так что, потратив несколько десятков юаней, чтобы, покупая сюрприз-бокс в момент открытия, позволить себе немного удивиться или даже немного разочароваться. Сам по себе такой опыт действительно редкий во взрослой жизни. Если мы упомянем концепцию, называемую психологией сюрприз-боксов, вы обнаружите, что такой сценарий отражается не только в экономике сюрприз-боксов, как у BubbleMart. Позвольте мне привести еще один яркий пример. На рынке есть лапша быстрого приготовления под названием, под брендом называется «Енот». Руководители предприятия вкладывают в эту лапшу персонажей китайского романа «Речные заводи». Каждый китаец знает, что их всего 108 человек. Таким образом, вы покупаете лапшу этого бренда и идете домой. Сегодня вам попался Сунцзянь, то есть один персонаж. Завтра Ян Цинь, может быть Усун послезавтра. Фактически некоторые покупатели продолжают покупать лапшу для того, чтобы собрать все вместе 108 карт лиц персонажей речной заводи. Подумайте об этом. Сколько упаковок лапши быстрого приготовления человек должен купить, чтобы выполнить эту задачу, то есть собрать все эти 108 персонажей. И еще раз подумайте, когда тот действительно соберет 108 карт речной заводи, он похвастается ими в кругу друзей. Боюсь, что счастье, которое он будет переживать в этот момент, вам очень трудно испытать. Можно сказать, что такое счастье слишком дешево, но радость от «не знаю, куда себя деть» может быть отличным потребительским спросом. Отношения между бизнесом и человечеством действительно похожи на маленький сюрприз-бокс, который еще не был открыт. Небольшой вопрос к вам, слушайте. Вы что-нибудь коллекционируете? А в какие игры вы играли, похожие на сюрприз-боксы? Давайте обсудим это в комментариях. Комментарии оставляем под этим видео. Большое спасибо за ваше внимание.